Остров Пасхи – это крошечный клочок суши, затерянный в просторах Тихого океана. Своим названием он обязан голландскому капитану Якобу Роггевену, который в день Пасхи 5 апреля 1722 года бросил якорь у восточного берега неизвестного острова. Его взору открылся голый ландшафт, покрытый высокой травой и редким кустарником, а вдоль берега на массивных постаментах стояли огромные каменные истуканы, придавая острову еще больше таинственности. Немногочисленные туземцы встречали их на своих ветхих суденышках с легким шпангоутом, обшитым множеством мелких дощечек, и все вокруг наводило на мысль о крайней нужде и бесплодии этих мест. Но так было не всегда. Долгое время остров был необитаем и утопал в зелени лесов, густых зарослях кустарника и папоротника. И только около 400 года нашей эры его заселили люди, приплывшие на остров из Восточной Полинезии. Они говорили на языке, близком к наречиям Гавайских и Маркизских островов, и поклонялись культу человека-птицы. Этот странный и уникальный для всей Полинезии обряд был посвящен Маки-Маки, верховному божеству островитян, а избранный становился его воплощением. Именно этому обряду обязан своим возникновением главный культовый центр – скальная деревня Аронга, которая сохранилась до наших дней и находится на самом большом вулкане Рано-Као в западной оконечности острова. И мы отправляемся знакомиться с этим древним поселением, хранящим в себе тайны жизни первых жителей острова Пасхи. Именно здесь ежегодно проходил обряд посвящения Тангата Ману. При этом самое активное участие в нем принимали простые воины и слуги. От них зависело, станет ли их хозяин Тангата Ману человеком-птицей. По преданию, наследник легендарного Хоту-Матуа, первого вождя, прибывшего на остров, родился именно здесь. В свою очередь, его потомки через сотни лет сами давали сигнал к началу ежегодного обряда. Весной на небольшие островки Мото-Као-Као, Мото-Ити и Мото-Нуи прилетали посланники бога Маки-Маки, черные морские ласточки. Тот воин, который первым находил яйцо этих птиц и доставлял его вплавь своему господину, получал в награду 7 прекрасных женщин, а его хозяин становился человеком-птицей. Последняя церемония Тангата Ману прошла в 60-х годах XIX века. В 1862 году перуанские пираты напали на остров и забрали в рабство все мужское население острова, и тогда выбирать человека-птицу стало некому. В восточной части острова, на вершине вулкана Тиривака, находится кратер Рана-Рараку. В овальном кратере потухшего вулкана образовалось озеро, берега которого густо заросли камышом тотора. Туземцы использовали его для покрытия крыш и изготовления плавательных средств. В течение почти 5 столетий на склонах Рана-Рараку располагалась древняя фабрика по производству каменных статуй Моаи. Считается, что около 95% всех истуканов было вырезано в каменоломнях этого кратера, а затем каким-то образом они были перемещены на многие километры в различные места по всему острову. Сегодня самое крупное скопление Моаи на острове буквально опоясывает склоны кратера, являясь частью всемирного наследия национального парка Рапа-Нуи. Эти истуканы имеют отличительные особенности. У них не вырезались глазные впадины, а голова не предназначалась для установки шляпы пукао. Самым необычным Моаи на Рана-Рараку является бородатый Тукутури, вырезанный из красного вулканического шлака. Он стоит на коленях с приподнятой головой. Считается, что эта фигура связана с культом Тангата Ману. Для изготовления Моаи туземцы выбирали сравнительно мягкую горную породу – вулканический туф. Изначально они высекали каменными молотками лицо,
потом уши и руки с длинными пальцами, соединенными ниже живота. Затем камень вырубался с боков, формируя спину, которую отделяли от каменного массива. После этого статую можно было спускать по склону к подножию вулкана. Внизу у установленных майя отделывали шею и спину и окончательно шлифовали поверхность. Ахуа-Киви – еще одно таинственное место национального парка Рапа-Нуи. Это святилище древних жителей острова, построенное приблизительно в 1500 году нашей эры. Каменные истуканы расположены на участке в глубине острова, и их лица обращены к океану. Высота каждой из статуй превышает 3,5 метра и весит около 18 тонн. Все 7 муаи Ахуа-Киви похожи по стилю и установлены с астрономической точностью. И взгляды направлены к точке, где солнце стоит во время равноденствия. Существует легенда, что эти 7 муаи олицетворяют собой 7 посланников полинезийского вождя Хоту-Матуа. Они были направлены искать новую родину для него и его племени. На восточном побережье острова Пасхи в заливе Хутуити находится самый большой ритуальный комплекс Аху-Тангарики. Здесь на постаменте установлено 15 каменных истуканов разного вида и роста. Самый крупный из них – Патра, достигает 10 метров в высоту и весит 82 тонны. На рассвете муаи Аху-Тангарики особенно красивы и загадочны. Находясь здесь, кажется, что мы вернулись на 500 лет назад в древнюю историю острова. На западном побережье острова, на окраине городка Хангароа, находится Аху-Тахай. Здесь муаи разных форм и размеров располагаются на 3 церемониальных платформах. А рядом с Аху-Тахай еще один величественный истукан – Ханга-Киоэ. На севере острова, в живописной бухте Анакена, за тенью пальмовой рощи скрывается великолепный пляж с белоснежным песком. Именно сюда прибыли первые поселенцы под предводительством верховного вождя Хоту-Матуа. На краю пляжа стоят 7 изящных каменных истуканов Аху-Нау-Нау. Их туловища тоньше большинства муаи, установленных на острове, а головы покрыты шляпами пукао, аккуратно вырезанными из красного вулканического шлака.
Тихая бухта, высокие пальмы, безмолвные статуи грозных муай заставляют нас забыть о времени и невольно прикоснуться к трагической судьбе древних жителей острова. Глядя на эти величественные памятники прошлого, трудно осознавать, что всего лишь 1600 лет назад этот пустынный остров предстал перед первыми поселенцами райским уголком с изобилием пищи, множеством строительных материалов и достаточным жизненным пространством. Жители острова воздвигали муаи, надеясь на защиту воплощенных в камне духов, но, к сожалению, именно эта монументальная программа и привела их в землю к экологической катастрофе. А созданные ими каменные истуканы и сегодня продолжают возвышаться над островом, оставаясь невольными памятниками человеческому безрассудству.